Всем привет! Сегодня мы отправимся в 1942 год, прямо в цех немецкой фирмы MAN, где рождался танк ВК-3002М. Я обещаю, будет просто, интересно и с долей юмора. Так что пристегивайтесь, поехали! Что в 1941 году немецкие военные испытали культурный шок. На Восточном фронте они встретили советский Т-34. Танк, который был как тот парень в школе, что не только сильный, но и бегает быстрее всех. Лобовая броня под наклоном, мощная пушка, широкие гусеницы. Все это заставило немецких генералов положить бутерброд и сказать: нам срочно нужен свой Т-34. Так, в 1941 году родилось задание на новый средний танк весом около 30 тонн. На немецком он получил индекс ВК-3002. Опытная конструкция, 30 тонн. Второй вариант. Слово «опытное» здесь ключевое. Немцы еще не знали, что из этого выйдет, но были полны энтузиазма. Это как заказывать мебель в Икее, не посмотрев инструкцию. Вроде все просто, а потом 3 лишних детали и непонятно где верх. В конкурсе участвовали 2 фирмы – MAN и Daimler-Benz. Daimler-Benz предложил вариант, который внешне напоминал Т-34, только в немецком стиле. Аккуратно, строго, с техническим педантизмом. MAN же сделал свой проект. Клиновидный корпус, мощная 75 мм длинноствольная пушка КВК-42Л70, торсионная подвеска, двигатель Maybach HL210. 13 мая 1942 года оба проекта представили Министерству вооружений. И тут началось прослушивание в стиле шоу талантов. Каждый танк пытался доказать, что он лучший. Через неделю, 20 мая 1942 года, Daimler-Benz сообщили: спасибо, но нет. Победителем стал проект MAN. Почему? Военные оценили более мощную пушку, удобную компоновку для обслуживания и перспективу модернизации. Проще говоря, MAN сумел продать свою идею как танк будущего. ВК-3002М задумывался весом около 30 тонн, с лобовой броней примерно 60 мм под углом, что по тем временам было вполне прилично. Пушка могла пробивать большинство союзных танков на больших дистанциях, а торсионная подвеска обещала мягкий ход. На испытаниях танк вел себя неплохо, но без сюрпризов не остался. Трансмиссия капризничала, охлаждение двигателя было как у чайника без крышки, а поворот башни иногда занимал столько времени, что экипаж успевал обсудить планы на отпуск. Несмотря на эти мелочи, проект пошел на доработку. Конструкторы усилили броню, улучшили трансмиссию, добавили более мощный двигатель Maybach HL230. Так из ВК-3002М выросла знаменитая Пантера, одна из самых известных танков Второй мировой. Забавный факт. Один из прототипов ВК-3002М позже использовали как испытательный стенд для измерения вибраций. На него навесили датчики, катали по ухабам и записывали данные. Выглядело это так, будто танк участвует в конкурсе танкового танка. Только партнер у него была не балерина, а тележка с приборами. Итог простой. ВК-3002М был черновиком, из которого выросла легенда. Без него Пантеры, как мы ее знаем, просто бы не было. Вот такая получилась история от чертежей на бумаге до прототипа, из которого выросла легендарная Пантера. Надеюсь, вы улыбнулись хотя бы пару раз и узнали что-то новое. Спасибо, что были со мной, и до встречи в следующих историях.